почему Бали так сильно манит к себе миллионы людей. Многие приезжают на отдых и решают остаться тут надолго, как случилось и у нас. Приехав на зимовку в 2020 году, мы случайно остались тут жить. Чем же Бали, этот сказочный волшебный остров, так привлекателен для многих? В этом видео мы заглянем за занавес инстаграмных картинок и попытаемся словами передать непередаваемое, а именно атмосферу. Наша цель – найти ответы на вопросы, на которые нет однозначных и правильных ответов. И мы будем говорить, исходя из личного опыта, так как прожили на острове, не покидая его почти 4 года. Пожили во всех главных районах и пережили разные стадии отношения с островом. Да, это та еще задачка – объяснить людям, которые ни разу не были в каком-то месте. Зачем лететь 12 часов, смена часовых поясов, абсолютно кардинальная смена климата. Когда ты прилетаешь, у тебя совершенно все незнакомое, эти какие-то новые бактерии, вкусы, новая среда, и ты сразу сваливаешься с отравлением. Ну, в основном так бывает. Да, действительно, приезжая, особенно первый раз в тропики, нужно быть готовым к акклиматизации, иногда суровой и немножко жесткой акклиматизации. И на Бали есть такая история, как Бали-Белли, определенная бактерия, которая находится во всей еде, в воде, она попадает рано или поздно в желудок каждого человека приезжего, и реакция в 90% одинаковая, это горячка, диарея, это от 2 до 4 дней в постели. Кстати, это одна из тех главных причин, почему я часто людей отговариваю лететь на короткий отдых, типа 2-3 недели на Бали, потому что это бессмысленно. За 2 недели ты ничего не поймешь, и существует большая вероятность, что ты просто половину этого отдыха пролежишь в постели. Почему не взять билет в ту же, например, Турцию, да, или куда-нибудь на все включено в Египет и по-настоящему отдохнуть? Почему все так тянутся к этому месту, что именно так манит? Да потому что Бали – это просто совершенно особенное место. На Бали сформировалось уникальное сочетание ощущения свободной и счастливой жизни, индустрии духовного интертеймента и невероятной по масштабам ярмарки тщеславия. И все это приправлено иллюзией райского острова из Инстаграма. Из-за гигантского хайпа остров Бали стал каким-то стереотипным местом, который всем кажется, что это какой-то рай, просто один сплошной рай. Вот, начиная от водопадов, потом все перетекает в рисовые поля, потом идет все в такие нежные, классные, красивые пляжи, потом серф, потом там красивая еда. И по факту, тоже часто об этом рассказывали в наших видео уже на канале, что это правда, все эти места, которые показывают вам в Инстаграм, они существуют, потому что все приезжают на каникулы, поснимают красивые, модные, топовые виллочки среди рисовых террасочек, запустят это в Инстаграмчик, и всем кажется, вау, Бали весь такой. Ну и по факту это отчасти правда, мы не раз рассказывали в наших видео уже на нашем канале, что все эти места, которые показаны в Инстаграме, это не ложь, они правда, и они действительно существуют, но все уже видели рилс Инстаграм vs реальность касательно любых инстаграмных топовых мест, точно так же и с Бали. Нужно просто понимать, что между этими красивыми, топовыми, классными местами существуют гигантские расстояния, зачастую забитые пробками, с узкими дорогами, просто где ты вообще можешь вот остановиться и стоять. Прям реально такие пробки, потому что особенно в последнее время Бали просто переполнен туристами, переполнен экспатами, зимовщиками. Вот, и дороги не выдерживают. Я даже снимал специальное видео про дороги движения на Бали, где я объезжал все главные дороги, показывал, как выглядят эти пробки, как мопеды ездят по бордюрам, по тротуарам, потому что вынужденная мера, либо ты просто будешь стоять, либо ты объедешь. Полиция даже на это никак не реагирует. Очень часто полицейские просто приезжают в точки коллапса и регулируют. Иногда от этого становится еще хуже. Ну, и поэтому, отдохнув 2 дня в топовой вилле с рисовыми террасами, чтобы доехать до Букита,
какие-то увидеть классные, красивые, отвесные, утесные скалы. И океан, ты можешь просто 4 часа простоять в пробке и возненавидеть весь этот остров, что часто с людьми случается. А также, простояв пару часов в пробке, чтобы попасть на свой любимый пляж или на рекомендованный пляж, который вам посоветовали, и вы видели в инстаграмчике, что там красиво, ты можешь приехать в определенный сезон или в сезон дождей, или в сезон, когда с Явы приносит мусор, и увидеть просто гигантскую свалку. И это реальность, то, что вот происходит, например, сейчас, непосредственно сейчас, какой-то аномальный сезон дождей, просто колоссальное количество мусора, и вот тебе, пожалуйста, несостыковочка с райской инстаграмной картиночкой. Однако природа на Бали действительно потрясающая, особенно те места, которые еще не успели загадить мусором. Вот я готовлю, кстати, отдельное видео про экологию и снимал вот 3 года, тоже копил материал, видел кучу всяких свалок, мусорок и разговаривал с местными по поводу того, кто загрязняет. На самом деле это отсутствие экологического банального сознания у местных, вот, и это гигантская проблема, они просто сбрасывают мусор там, где живут, вокруг себя, но тем не менее все равно природа на Бали, как я и сказал, потрясающая. Видеть ее — это просто невероятное удовольствие. Гулять среди этих джунглей, водопадов, много потрясающих мест. Это все реально вызывает эффект вау. Природа просто шикарная. Это не может не манить, это не может не завлекать. И тут же очень важным фактором, почему Бали манит многих людей, это уникальные религии и традиции. Там совершенно своя собственная религия, атмосфера, и они настолько сохраняют вот эту самобытность, своя первобытность такая, вот эти все ритуалы, традиции, безумно красивые церемонии. Это кадры из нашего документального фильма о религии Бали. Я мечтал сделать его очень долго. 3,5 года практически снимал, копил материал, разные церемонии. То еще далеко не все показано. Еще не весь материал я израсходовал, чтобы сделать этот фильм. Еще планирую делать ролики на эту тему. В общем, фильм получился такой, как я действительно, о котором я мечтал. Я его 8 дней монтировал. Если интересно немножко углубиться в балийские традиции и религию, то рекомендую посмотреть. Я очень постарался, и там действительно есть на что посмотреть. И в то же самое время там присутствует цивилизация, то есть все, к чему привык там европейский человек, да, там есть и самые топовые красивые кафе, которые просто редко где вообще встретишь, в том же Таиланде, Вьетнаме, но это все не так развито. Серфинг и серф-скейт, культурные мероприятия проходят, живая классическая музыка может быть, самые потрясающие, невероятные, красивые магазины, вот эти концепт-сторы. Шопинг на Бали — это тоже отдельная тема. Микс из традиционной балийской религии, культуры, как будто несочетаемые, взяли и перемешали, и вот это, мне кажется, очень сильно всех туристов привлекает. Друзья, если вы собираетесь отдохнуть на Бали, либо переехать на Бали на более продолжительный срок, и вы нуждаетесь в информации, лайфхаках, в советах, вы хотите быть более уверенными, вы можете записаться ко мне на личную консультацию, мы с вами созвонимся. Встреча наша будет длиться около часа или 1,5. Я дам вам абсолютно всю информацию, вас интересующую, отвечу на все ваши запросы. Консультации я готовлюсь очень педантично и ответственно. Я исследую именно ваш запрос и высылаю после нашей встречи подробный гайд в PDF. Я, как мама 2 детей, которые практически родились и всю свою жизнь прожили на Бали, могу вам дать огромный пласт полезной информации, успокоить вас, предостеречь от чего-то. И таким образом вы максимально будете готовы к поездке на Бали. Еще нет ни одного недовольного клиента. Ссылка на всю информацию подробную, на отзывы довольных клиентов, также на мой контакт будет в описании. Бали манит не только людей ради туризма и либо там зимовки какого-то временного отдыха. Гигантское количество людей переезжает жить на Бали. Так же, как, повторюсь, уже сказано, с нами случилось. Мы приехали просто позимовать и остались, потому что там очень комфортные условия для фрилансеров, для людей, которые работают на удаленной работе. Те визовые режимы, которые разработала индонезийская иммиграционная служба, способствуют тому, чтобы люди на удаленке
гигантские фрилансеры просто переезжали и жили. Мы жили все 4 года наши по Китос, он до сих пор у нас еще действующий. Китос — это временное ВНЖ, и его можно сделать практически за пару недель, просто обратившись в визовое агентство, в надежное, нужно знать, куда обращаться. Мы рекомендуем агентство всегда там, где мы делали все наши документы. Ссылка в описании, мы с ними, это наши друзья. Они, кстати, делают еще для наших подписчиков хорошую скидку по промокоду «Приют». Вот. И вот с этим ВНЖ можно жить 2 года, не выезжая, потом ты его продлеваешь. Это инвесторский Китос. Особенно если ты собираешься инвестировать или открывать бизнес, он шикарно подходит. Также недавно появилась просто потрясающая виза, годовая виза для фрилансеров. Она так и называется, Remote виза вроде бы, E33G. Она дает право удаленщикам работать, и тоже ее можно заказать в этом визовом агентстве. И, кстати, если у вас нет документов, подтверждающих, что вы удаленщик и так далее, то вам это агентство поможет все сделать. И уже большое количество наших подписчиков обращалось, уже живут на Бали с Китосами, живут с этими визами. Фишка этой ремоут-визы и Китоса, что ты въезжаешь, и ты год живешь. Тебе не нужно выезжать, въезжать, вот эти делать баунсы, как было в Таиланде. К Китосу или к этой ремоут-визе ты можешь прикрепить своих родственников, родителей, уже даже, по-моему, разрешили родителей прикреплять, то есть ты им делаешь как документ, который ответвляется от твоего документа. Короче, это супер комфортная история, ты просто заплатил деньги и живешь себе спокойно, потом продлеваешься, все шикарно. Кстати, на все типы виз скидка, весь перечень у нас в телеграм-канале в закреп-посте, ссылка на него будет в описании, приходите, посмотрите. И помимо еще фрилансеров, еще кому комфортно ехать сейчас на Бали, максимально топовое место — это инвесторы, это по инвестициям люди едут, покупают жилье, они многие совмещают, просто приезжают, живут, сами строят, либо покупают, потому что для инвестиций Бали уже, казалось бы, можно было бы сказать, что уже поздно инвестировать, но на самом деле еще нет, потому что там Бали — это гигантская стройка сейчас, гигантская стройка, очень много объектов строится. Мы тоже рассматривали объекты, недвижимость хотели взять, но у нас там не срослось что-то, и вот, возможно, еще срастется. Сейчас общаюсь с другом, у меня, кстати, наш хороший знакомый, с которым мы жили в Сануре год, по соседству общались, вот он занимался консалтингом, у него был свой бизнес по консалтингу, сейчас он перешел в недвижимость, у него свое агентство, он разросся, ведет большое количество объектов, и вот я планирую с ним пообщаться в ближайшее время насчет этого, чтобы он подобрал какие-то объекты. Также он знает всех застройщиков, вот я уже направлял к ним по консультациям наших подписчиков, они приезжали с целью тоже развивать свой бизнес строительный. В общем, я направлял к этому моему товарищу. Короче, инвесторы туда валят, вбухивают деньги, потому что супер рентабельно, ликвидно покупать недвижимость, пересдавать посуточно, кто на долгий срок. В общем, там в управление сдаешь, можно самому этим не заниматься, уезжать в свою страну. И поэтому вот это все вместе создает такой вот микроклимат, что люди туда просто повально едут, всем хочется. Бали супер хайповая тема, и все это создает вот гигантские потоки людей, которые хотят ехать туда, инвестировать, жить, просто покупать себе эти ремоут-визы, отдыхать, путешествовать и жить спокойно, не выезжая, въезжая, не дергаясь вот прям годами. Это очень удобно. Приезжая на Бали, ты словно попадаешь в другой мир энергии. Энергии расслабленности и неспешности. Люди тянутся на остров, потому что тут автоматически расслабляешься. Спадает градус серьезности жизни, все проще, легче, и тебя окутывает фоновое ощущение постоянного праздника или отпуска. Плюс постоянное солнце и избыток витамина D, прилив серотонина, и тебя не покидает обостренное ощущение жизни. Приезжая из серых городов и рутинных дел, ты словно начинаешь чувствовать жизнь. И самое главное, чувствовать себя в эпицентре собственной жизни. Тут или это Европа, или это СНГ, присутствует такая в людях и в целом вот в эгрегоре какая-то такая серьезность, следование правилам, все так четко, все серьезно, на дорогах все серьезно, все какие-то такие нервные, не расслабленные, прям собрались, так знаете, так все зажались, собрались, вот надо жить эту жизнь, работа, дом, да, все люди, мы все привыкли все делать на автомате, да, это вот как какой-то
сформировавшийся, да, защитный механизм эволюционный, ну, чтобы там сохранять энергию и все остальное, и мы привыкли. Но у этого есть обратная сторона, которая просыпается именно когда ты прилетаешь на Бали. Вот я за нас говорю, ну так метафорически выразиться, что это как когда давным-давно вот женщины носили этот корсет, да, или мужчины носили кольчугу, и вот такое ощущение, что ты прилетаешь туда и вот как будто просто снимаешь это все свои маски, вот всю вот эту вот тяжесть, вот как я сравнила, да, с корсетом или с кольчугой, и просто вдыхаешь полной грудью. И мне кажется, вот это самая основная особенность, основная мотивация, почему человек туда летит. Познакомиться, первый аспект, да, познакомиться совершенно с другой культурой, традициями, посмотреть, как же это все вместе вальсирует, вместе с какой-то цивилизацией, потому что это остров, правда, по сравнению со многими другими островами, где я была, жила, то это прекрасный микс, когда ты можешь пожить и как в деревне, и понаблюдать за чужой культурой, ее прочувствовать, и также пользоваться всеми благами цивилизации. Еще одним очень важным фактором, почему колоссальное количество людей хочет поехать на Бали, это современная мода на просветление, будем так это называть, просветление, вот эти очистительные практики, вот эта псевдодуховность, которая заполонила все соцсети, заполонила весь мир, потому что из духовности сделали в прямом смысле развлекательную индустрию, это духовный интертеймент, это ничего общего с духовностью не имеет, но на это есть гигантский спрос, а как мы знаем, спрос рождает предложение. Поэтому все, кто едут найти какие-то суперпрактики, суперкоучев, мастеров, то они обязательно их найдут. И на Бали плодится уже просто в геометрической прогрессии, просто вегетативным способом размножаются все эти псевдодуховные мастера, целители, тантрические практики, вот эти кундалини, шмундалини, очистки. Все в курсе знают, да, что вот в Убуде все это прям сочится вот этим всем. Точно так же, как мы жили на острове Панган одно время, в Таиланде, там тоже такой эпицентр вот этого духовного просветленческого движения. Убуд — это, можно сказать, прям матка, вот там прям матка духовного просветленческого движения сидит. И, конечно же, мы просто видим этого просто всего валом, все целители от всего вас исцелят, просто давай плати бабки. Естественно, все это недешево. Огромное количество вот этих всех церемоний, айаваски, какие-то рапе, что-то все нюхают, колят, режут, там, ну, жрут. Вот это, по факту, это просто, чтобы бахнуть и чтобы вот бахнуть. Просто развлечение, но все это приправляется соусом духовности, и огромное количество людей туда едут. Человек просто как такой духовный турист, да, как вот приезжают люди на Бали и как будто вот как в парк развлечений попадают, да. Самое главное, конечно, задавать себе вопрос, какая у меня цель, да, то есть чтобы быть предельно честным самим собой. Большинство людей, ну очень большое количество людей прилетают на Бали за поиском новых смыслов. Происходит обнуление, ты как бы открываешься новому опыту, ты готов для роста. И вот люди в таком состоянии прилетают и начинают искать, начинают искать новый духовный опыт. И вот тут, конечно, присутствует такая доля риска, опасности. Большинству из вас сейчас показалось, что я очень негативный, как-то очень, может быть, слегка надменно об этом всем высказался, но я бы, может быть, выбирал бы выражение, если бы я просто не видел, как это все работает, если бы я просто не видел этих людей, которые вчера еще приезжали абсолютно из мирской жизни, с сигаретой в зубах, с пивком, в обычных одеждах, а сегодня он уже в шаманских рясах, с перьями, сережками-перьями, перевязанными косичками на голове, обязательно такими штаны-мотня. Вот, чтобы быть в Убуде своим, чтобы вас замечали люди, чтобы быть человеком нормальным, то нужно вот, короче, сразу заходите в такой магазинчик, одеваетесь вот так, называете себя шаманом или повелителем энергетических каналов, вот, и все, и вы в тусовке. Вот я обычно как хожу, как обычный человек, так меня даже никто не замечает, потому что,
Ну, типа, как бы, где одежда? Ты кто ты? Что ты вообще? Что ты себя представляешь? Ты. А вот, все, сразу. Духовный костюм духовника такого современного убудского, и он уже проводит вам вот это все церемонии, прочищают вам там трубы, и что они там только вам не прочищают. Я не говорю, что это как-то очень плохо, если бы это не вредило многим людям. По факту каждый выбирает, как себе развлекаться, чем вштыриваться, что бахать, и кто-то бухает в подъездах, под подъездами бухло, кто-то приезжает и бахают айаваски, вот, бездумно, с какими-то проводниками, которые еще вчера абсолютно сами познакомились с этим, не разбираясь. Это просто поп-движуха пошла. Вот и все. Как в свое время было хиппи, поп-движуха, все там укуривались и валялись, и ничего не делали, и под этим соусом тоже прятали безделие, лень, нежелание чем-то заниматься. Вот. Так и сейчас это происходит. Но это абсолютно не значит, что на Бали, на Пангане и в таких местах, в Убуде, что нет настоящих трушных и целителей, и чуваков, которые действительно занимаются духовностью. Просто, как правило, такие люди, их не слышно, не видно. Они себя мало рекламят. Я знаю, что скажут, да, что ты там говоришь какой-то из первобытного века, что сейчас все... Да, но духовность — это про тишину, про молчание, про скромность, и в этом духовность. Вот это мое личное убеждение, вы можете поспорить со мной в комментариях, но, повторюсь, мы просто много людей видели, много соприкасались, я со всем этим знаком лично. Видел, слышал, знаю их разговоры, закулисные движухи, подсчеты кассы, бухгалтерии и так далее. Да, людям всем нужно жить, и каждый сам решает, как зарабатывать. Я просто к тому, что нужно быть осторожным и не попадаться на шарлатанов. Тщательнее выбирайте себе коучей. Вот. И это вот тоже такая история, которая манит людей. Многие приезжают и нарываются на неприятный опыт. Это, к сожалению, тоже очень распространенная история. Нельзя этого забрать или отнять этого у Бали, у Убуда, и это тоже придает некий колорит. Особенно круто, когда ты в этом шаришь, понимаешь, ты можешь немножечко уже разбираться, там просто уже спустя какие-то там пару лет ты уже просто взгляд бегло бросаешь на человека, и там понятно, что и как, вот о чем вот этот мастер условный, духовный мастер, да, о чем это. Вот, поэтому будьте осторожны, это очень важно. Да, Бали действительно то место, приехав куда, ты сразу начинаешь чувствовать жизнь. Это очень важно, и мы точно так же ощутили это, выдохнули, когда переехали в 2020 году вот из Польши, когда началась корона, мы приехали. И до этого, правда, у нас был опыт 4 лет жизни в Таиланде. У нас, кстати, есть видео, где мы сравниваем эти два опыта. Вот, и мы тоже, приехав, ощутили это, потому что комбинация выше описанных и подробно разложенных по полочкам факторов, она действительно дает тебе эту иллюзию свободной жизни, свободы, счастья. Вот это все вот так банально и просто. Просто ты чувствуешь счастье, солнце светит, сел на мопед. Очень важный момент еще, что на Бали ты можешь регулировать свой уровень жизни, что в Европе, допустим, ты ниже планку не опустишь, потому что здесь цены тебе не позволят. А на Бали можно всегда выйти в топ, если у тебя есть деньги, не проблема, там эти топовые чингушные заведения, их там миллион, там тысячи. Ходи, там ешь по супердорогим классным ресторанам, и они недорогие, кстати, там приемлемые цены даже в топовых. Ходи по этим вечеринкам духовным мы уже поговорили, да, вот этим всяким танцам, по всяким йогам, куча мероприятий, куча всего, бизнес-завтраки. Вот эти в Убуде, помимо псевдодуховности и настоящей духовности, еще есть такой центр, город, парк Убуд, там собираются, по факту тоже, скажу как есть, не выбирая слов, это просто мекка инфо-цыганщины русскоязычной, потому что там есть какие-то топовые инфо-цыгане, которые действительно зарабатывают, и есть там какие-то деньги, и бизнесмены прям настоящие там тусуются, которые строят там со строительством. Вот. В основном там 80% людей, которые хотят к этому как-то быть причастными, они вот там вот крутятся, вертятся, такие свои курсики запускают, это все вот такое. Я не говорю, что курсы плохо. Курсы, которые продают действительно настоящую экспертность, хорошо, но инфо-цыганами я называю людей, которые продают воздух и обманывают людей, впаривают людям
людям маркетингом приправляют негодный или просто пустой воздух продукт и впаривают. Вот. Хотя курсы и обучение — это наше все, вообще в целом обучение, развитие. И, конечно же, если ты покупаешь какое-то обучение, там, я не знаю, по кулинарии или по IT, или, не знаю, по танцам, там, или еще что-то, то это нормальные вещи, когда люди действительно являются экспертами и продают свою экспертность, время и опыт. Это круто, нормально. Вот. Инфо-цыгане я уже обозначил, кто это. И вот таких людей, к сожалению, много. Вот эти, я их называю нищие криптомиллионеры, которые вот эти продают сигналы. Это все скам, развод в 80% случаев. Хотя, повторюсь, просто нужно найти вот этих 20%, их там, сложно найти. Когда большинство вот такое. Поэтому вот это все тоже движуха, такая, кажется, приехать быстренько там подзаработать, и все этого тоже очень много, и люди... Но все это обернуто красивой этикеткой, красивой жизнью, вот эти виллы, бассейны, вот это все, вот эти бизнес-завтраки, движуха, очень много полезной информации, классных, четких, крутых людей, духовных, по-настоящему прокачанных, классных бизнесменов, нереального опыта вы можете найти на Бали. Очень много, очень много. Но, повторюсь, я должен был сказать то, что я сказал, что вы должны быть осторожны, потому что очень часто можно нарваться совершенно немножечко на другое. И возвращаясь к моменту ощущения счастливой жизни, легкости и бытия, это все действительно тоже на Бали присутствует в большом количестве. Вот это всеобъемлющее, когда ты дышишь полной грудью, как Настя сказала, корсет с тебя снимает, ты дышишь. Вот в этом главное тоже не утонуть и немножечко иногда спускаться на землю, чтобы хотя бы проверить, где ты, что ты, как ты, потому что можно совсем улететь. На Бали очень часто присутствует у всех такое ощущение, что по возвращению из Бали, особенно после длительной жизни, у тебя как будто пленка на глазах вот была, и ты не понимаешь, как все так, вот это тебе так... Ты вот как, знаете, вот печенье, которое в чай окунули, ты вот такая вот жижа вот это. Ты вот еще вроде остаешься печеньем, но по факту ты жижа. Собраться сложно, работать сложно. У нас, допустим, у нас был дикий просадок в бизнесе. Мы приехали на Бали на топовых показателей нашего бизнеса. Мы снимаем видео, продаем на стоках. 10 лет этим занимаемся, наш основной источник дохода. И вот я на Бали подзабил на это и ушел в YouTube. Вот этот канал я хотел очень сильно раскачать, прокачать. И у меня не получилось. Как вы видите, результаты абсолютно ничтожные, просмотры маленькие. YouTube почему-то, несмотря на все мои старания, 3 года много для YouTube. И высокое качество контента, я не буду скромничать, потому что я вложил в этот канал просто половину себя, всей своей души. Гигантское количество труда, времени. Вот если пересмотреть все наши видео, вот за исключением каких-то последних, где много говорильных видео, а вот до этого видео, которое мы делали, там фильм наш, вот даже фильм о религии, о котором я упоминал, посмотрите, фильм о минусах Бали, фильм о ценах на Бали, это прям как фильмы для телевидения, то есть я обожаю это все делать, это мне нравится. Все наши подписчики знают, я об этом часто говорю, рефлексирую, вот, но не пошло. И почему-то вот что-то вот не дало нам на Бали это сделать. Не знаю, какие причины. Я уже обращался к чувакам, крутым агентствам, к продюсерам. У меня сейчас со мной работает очень крутой креативный менеджер, он тоже имеет огромный опыт, он общался и работал с топовыми блогерами, с миллионниками, просто нереального чувака опыт. Он говорит, я не знаю. Ну вот так вот. Пути алгоритмов неисповедимы. И вот к чему я? У многих тоже бизнес не идет, потому что всех вот эта размазня, вот эта липкая духота, липкая жара, ты по 5 раз в душ ходишь в день. И еще плюс очень важно, что все на чили, на расслабоне, это общая атмосфера. Местные, вот эти тропические жители, балийцы, тайцы, они все всегда на расслабоне, потому что у них так генетически, исторически сложилось, они просто тысячелетия жили в такой жаре, кондиционеру там 50-60 лет только, да? До этого просто невозможно жарой такой ничего делать. И туристы, экспаты, фрилансеры, которые приезжают, тоже нет какой-то атмосферы работы, что все вкалывают. Я не говорю за всех, кто-то делает. Мы знаем тоже людей непосредственно, знаком лично, дружили, общались, имели деловые отношения с людьми, у которых все идет, и это хорошо, круто. Но все-таки
по моему опыту, таких людей меньшинство. Там сложно собраться, сложно работать. И вот когда возвращаешься уже с Бали, как будто вот во сне все было. Поэтому это вот такие стороны балийской жизни тоже присутствуют. Об этом тоже нужно было сказать. Однако, несмотря на все это, очень многие люди, прожив какой-то период, открыв успешный бизнес и даже приобретя недвижимость на Бали, решают его покинуть. Но эту интересную тему мы оставим для отдельного видео, в котором мы раскроем все причины, почему так происходит, на примере наших многих знакомых и непосредственно нас самих. Ведь мы уже полгода как живем в европейской Польше, и нам, собственно, все нравится. И у нас есть отдельный YouTube-канал, где мы рассказываем про нашу адаптацию в Польше, почему мы уехали из Бали, как делаем документы и учим язык. Ссылочка на наш канал в описании. И обязательно подписывайтесь на этот канал, так как тут тоже будет очень много интересного контента о Бали.